Есть множество причин, почему «Бегущий по лезвию» стал культовой классикой. Находившийся на пике славы и сил, режиссер Ридли Скотт, актеры Харрисон Форд и Рутгер Хауэр и многие другие сделали едва ли не лучшую работу в своей творческой карьере и всегда отзываются о ней с особенной теплотой. Представший глазам зрителя поразительный мир будущего наполнен узнаваемыми элементами современности, а визуальный стиль уходит корнями в прошлое, к главной кинокартине экспрессионизма и к лучшим представителям жанра нуар. Обращаясь к научно-фантастической теме о создании искусственного человека, фильм поднимает вопросы существования человека настоящего. Запутанная и противоречивая история с элементами триллера, детектива и мелодрамы заставляет зрителей возвращаться к ней снова и снова в попытках разгадать ее смысл. Действие фильма, снятого в 1982 году, происходит в недалеком будущем, в 2019 году, то есть в наше время. Огромная корпорация Tyrell разработала так называемых репликантов, существ почти идентичных человеку и предназначенных для тяжелых и опасных работ. Но с их контролем возникла большая проблема. Кровопролитный бунт в одной из космических колоний привел к полному запрету репликантов на территории Земли и созданию в полиции подразделения блейдранеров, особого рода детективов. Их задачей стал поиск и уничтожение репликантов-нарушителей. Главный герой, Блейдраннер в отставке, Рик Декард, получает от бывшего шефа, капитана Брайанта, не то просьбу, не то приказ вернуться на службу, чтобы найти и обезвредить четверых особо опасных репликантов, которым удалось проникнуть на Землю. Леона, Приз, Зору и Роя, их неформального лидера. Столкновение с ними оборачивается для Декарда целым рядом потрясений, которые заставят героя задуматься. А кем является он сам? Человеком или репликантом? Этот вопрос до сих пор вызывает полемику среди зрителей, а отсутствие однозначного ответа является еще одной причиной по-прежнему неугасающего интереса к фильму. Но несмотря на безусловный успех «Бегущего по лезвию», Ридли Скотт в своих интервью говорит: So I've previewed, and the preview is like, they don't get it, idiots. You know, you've got to know who you are, and at that moment, you've got to know, you've got to have made your decision about what you think it is. Because what happened to me after Blade Runner, I vowed never to ever read critique again, good, bad, or indifferent, and I don't, because I was destroyed. And at the end of it, I thought, you know what, fuck you, because I think it's a special movie. спустя 40 лет после выхода и при всей популярности замысел фильма, по словам режиссера, совершенно не раскрыт. В данном видео сделана попытка целиком пересмотреть общепринятые взгляды на «Бегущего по лезвию», а представленная интерпретация кардинально отличается от всех широко известных версий. Возможно, к изначальному замыслу Ридли Скотта она ближе. Уже на этапе создания фильма возникло немало проблем. Предварительные показы выявили, что аудитория не понимает происходящего на экране. Создатели, в свою очередь, не понимали, как ситуацию исправить. Вдобавок оказалось, что Ридли Скотт превысил выделенный бюджет и его уволили. А киностудия приняла решение добавить в итоговый фильм закадровый голос Харрисона Форда, объясняющий прямым текстом детали сюжета, и сделать другую, счастливую концовку. «Бегущего по лезвию» выпустили в прокат, и он провалился, уступив шедшему параллельно инопланетянину Спилберга по кассовым сборам в 20 раз и даже не отбил бюджет. Критики фильм разгромили, положительно оценив только визуальные эффекты, а рассказанную в нем историю назвали глупой и поверхностной. Сделанные студией правки не только не помогли зрителям понять фильм, но стали поводом для упреков. Sushi. That's what my ex-wife called me. Закадровые комментарии вызывали отторжение, а счастливая концовка слишком контрастировала с мрачной основной историей, чем вызывало недоумение. В итоге внесенные студией изменения были признаны неудачными, и в последующих версиях фильма их убрали. Существование различных версий, общее число которых в итоге дошло до 7, долгое время объяснялось конфликтом режиссера со студией, помешавшим ему реализовать художественный замысел. Правда, спустя годы выяснилось, что финальные правки были решением Ридли Скотта, а его увольнение из проекта – лишь формальностью. Так или иначе, главной проблемой «Бегущего по лезвию» оставалась сложность и неоднозначность, а выход дополнительных версий прежде всего был связан с попыткой исправить неудачу оригинала. Основная причина проблем с интерпретацией фильма состоит в том, что ключевые элементы сюжета, например, понятие «репликант», описаны бегло, размыто и противоречиво. Базовые сведения о мире «Бегущего по лезвию» даны во вступительном тексте. Обычно он воспринимается как абсолютная истина, на которой строится понимание фильма. Однако цель подобного текста – ввести зрителя в незнакомую реальность, показать ее законы и правила игры с точки зрения обычного наблюдателя. Что за этими законами скрывается? Где в них правда, а где ложь? Какие тайны хранит мир, готовый предстать нашим глазам? Найти ответы становится задачей зрителя. Кроме того, связь «Бегущего по лезвию» с нашей реальностью куда более явная, чем в большинстве прочих произведений жанра научной фантастики. Тайны мира, в котором живут герои фильма, могут оказаться тайнами мира, в котором живет зритель. Возможно, поэтому они тщательно скрыты.
Завершается вступительный текст, бессмысленной на первый взгляд фразой. Но уже одно расположение на экране намекает на ее важность. Она стоит обособленно от остальной части текста, являясь как бы комментарием к нему, и в еще большей степени к остальному фильму. Ее значение можно интерпретировать так. В мире бегущего по лезвию официально говорится одно, а на деле происходит совершенно другое. Разницу между двумя выражениями нельзя назвать смягчением формулировки. Это подмена понятий. Авторы на первых кадрах намекают, что все услышанное далее зритель должен воспринимать с исключительным сомнением. При первичном описании термина «репликант» используются противоречащие друг другу слова – «робот» и «генетика». Соответственно, им родились две основные версии происхождения репликантов. Либо это роботы, механическая копия человека, либо копия биологическая, продукт генетического дизайна. На протяжении фильма зритель видит аргументы в пользу каждой из этих версий, что довольно странно, ведь истина должна быть одна. Но на самом деле заблуждение о природе репликантов является частью рассказываемой истории. Жители мира, бегущего по лезвию, не знают, что такое репликант. Их представления сильно разнятся между собой и очень обрывочны. Даже у генетика Себастьяна и дизайнера Глаз Чу, I don't know such stuff. людей, причастных к созданию репликантов. I just do eyes. It's just eyes. Genetic design. I don't know much about biomechanics, Roy. I wish I did. Биомеханика – узкий раздел науки о живых организмах, изучающий только их механическую структуру и движение. В фильме это слово используется, видимо, потому, что содержит отсылку сразу к обеим версиям происхождения репликантов, усиливает заблуждение зрителя и демонстрирует заблуждение Себастьяна. Перед началом задания Декарт получает инструктаж от Брайанта, на котором впервые узнает о главных особенностях репликантов серии Nexus 6. Значит, человек с улицы скорее не узнал бы о них никогда. И Декарт, и Брайант высказываются о репликантах как о бездушных роботах. I've got 4 skin jobs walking the streets. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. В пользу версии о роботах в фильме нет ни одного объективного свидетельства. Есть только чьи-то слова. В противовес им есть слова про генетический дизайн, тоже ничем не подтвержденные. Главной трудностью при поиске репликантов становится отсутствие видимых отличий между ними и человеком, из-за чего блейдранеры вынуждены проводить трудоемкий тест. Уже по этой причине становится ясно, что никакого генетического дизайна репликантов нет и быть не может. Ведь с помощью такой технологии было бы элементарной задачей сделать их отличимыми от человека с одного взгляда. Например, можно было дать такой же нос, как у игрушки Себастьяна. А будь у репликантов 4 руки, они были бы еще и гораздо эффективнее в работе. В мире бегущего по лезвию отдельная чешуйка реплицированной змеи, произведенная уличным торговцем, содержит серийный номер. Но гигантская корпорация производит копии людей без всякой маркировки, что становится источником масштабных проблем и приводит к потере прибыли. Процесс производства репликантов не показали. Все, что увидели зрители – странный подвал, в котором одинокий исследователь перекладывал образцы палочками для еды. Когда Рой спросит у Тайрелла о своей смерти, создатель репликантов приведет целый ряд научных объяснений, а в конце признается, что разговоры о науке вовсе не важны. But all of this is academic. You were made as well as we could make you. Жизнь репликантов сократили умышленно, по причинам, не связанным с наукой. So they built in a fail-safe device Which is what? for your lifespan. Кроме того, будь они биороботами с имплантированной памятью, первое, что им туда бы записали, это память о создателе, как о неприкасаемом существе. Тайрелл же полностью беззащитен перед своим творением. Впрочем, а его ли это творение? What seems to be the problem? Death. Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. Он намекает на Бога. Как бы там ни было, кроме Тайрелла, никто из персонажей толком не знает, что происходит вокруг. Для выявления репликантов применяется тест на наличие эмпатии, для научного правдоподобия называемый тестом Войта-Кампфа. Подозреваемым лицам рассказывают вымышленные истории, провоцирующие эмоциональный ответ, а специальный прибор или даже компьютер, напоминающий продвинутый детектор лжи, фиксирует пульс, расширение зрачка и другие физиологические показатели, позволяющие определить не только правдивость ответов, но и испытываемые чувства. Если проявленные эмоции слишком слабы, подозреваемого признают репликантом. Таков общепринятый взгляд на этот тест. На самом деле и механизм его работы, и принцип определения результата, и, самое главное, конечная цель совсем другие. Разбор этого вопроса начнем с одного указания, скрытого авторами в сцене тестирования Рэйчел, помощницы главы корпорации. На одной из монтажных склеек слышны обрывки фраз. I wouldn't let him. Они один из закадровых комментариев главного героя, разъясняющих для зрителя происходящее. Причем все прочие комментарии существовали только в первой версии фильма.
Этот не стали удалять, наверное, потому что он едва заметен, но его присутствие помогает раскрыть смысл теста. Ведь позднее Декарт перескажет Рэйчел два ее воспоминания, где произнесет те же самые слова. You remember the spider that lived in a bush outside your window? Orange body, green legs? Их использование в сцене тестирования можно интерпретировать как указание на то, что отдельные вопросы теста Войта-Кампфа основаны на воспоминаниях проверяемых им лиц. Внимательный взгляд на сцену тестирования Леона эту гипотезу целиком подтверждает. Предыстория такова. 6 беглых репликантов решили проникнуть в недра корпорации Тайрелл. Успех этой миссии для них вопрос жизни и смерти. 2 из них при ее осуществлении погибли, а Леону удалось продвинуться дальше всех. Он стал сотрудником корпорации, но был вынужден пройти тест Войта-Кампфа. Начинается оно с этапа подготовки. 1187 Hunterwasser. That's the hotel. What? Where I lived. Nice place? Yeah, sure, I guess. Is that part of the test? Blade Runner Холден как будто невзначай озвучивает адрес проживания Леона и называет это разогревом. No. Just warming you up, that's all. Странно уже то, что хотя тест проверяет эмпатию, предварительная проверка обращается к памяти подозреваемого и к личной информации. Далее идет первый вопрос. Рассказ о человеке, который шел по пустыне, увидел черепаху, перевернул ее на спину и наблюдал, как она мучительно умирает под палящим солнцем. Леон вел себя уверенно до начала рассказа, но с первых же его слов занервничал, а к концу буквально дрожал от шока. Обычно его поведение объясняют тем, что он репликант, у которого нет настоящих человеческих эмоций, но может быть свой вариант их имитации. They were designed to copy human beings in every way except their emotions. And the designers reckoned that after a few years they might develop their own emotional responses. Неудачная попытка изобразить из себя человека может объяснить неадекватную реакцию Леона, но она никак не объясняет слов, что он при этом говорит. А между тем его слова становятся очень осмысленны, если предположить, что Леону пересказали историю из его собственной жизни. You're in a desert, walking along in the sand when all of a Is this sudden... the test now? Услышав о пустыне, он спросил, а начался ли тест? Значит, он допускает, что слова Холдена могут не относиться к тесту. Значит, в тот момент подумал о чем-то другом. Он вспомнил, как однажды находился в пустыне. Yes, you're in a desert, walking along in the sand when all of a sudden you look What down... one? What? What desert? Спрашивая, о какой пустыне идет речь, Леон хочет прояснить ситуацию, после чего пробует оспорить свою причастность к истории. Doesn't make any difference what desert is completely hypothetical. But how come I'd be there? А следующими словами пытается эту причастность опровергнуть. Never seen a turtle. Вот только он солгал, о чем прибор подал звуковой сигнал Blade Runner. Затем, уже теряющий терпение Леон почти напрямую спросил, вымышлен рассказ или нет. Do you make up these questions, Mr. Holden? Or do they write them down for you? Встретив в ответ еще большее моральное давление, он в резкой форме потребовал объяснения происходящему. Tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't without your help. But you're not helping. What do you mean I'm not helping? I mean you're not helping. Why is that, Leon? Но, увидя бесполезность попыток, сдался. Любой человек на месте Леона вел бы себя точно так же. Он испытал бы шок, услышав пересказ эпизода из собственной жизни незнакомым человеком. Он бы всеми силами пытался понять, что происходит. Второй заданный Леону вопрос касался его матери. Describe in single words only the good things that come into your mind. About your mother? В качестве ответа Леон стреляет в Blade Runner. Ключевой здесь издевательский характер вопроса. Он может показаться издевательским по отношению к репликанту, у которого мамы никогда не было. Но нельзя понять важность того, чего вы никогда не знали, не видели и не чувствовали. По-настоящему обидным этот вопрос может быть только для человека, а усиливает эффект странное уточнение. Только то хорошее. У Леона была цель проникнуть в корпорацию Тайрелл. В одно мгновение на ровном месте он сорвался и провалил задание. Когда он впервые после событий этой сцены встречается с Роем, то вовсе не спешит смотреть ему в глаза. Did you get your precious photos? А в словах лидера репликантов звучит горький сарказм. Ценными были не фотографии, а проваленное только что задание в офисе Тайрелла. Леон знает, что виноват, но в той ситуации поступить иначе не смог. Так и не оправившись от шока после первого вопроса, он, человек с тяжелыми воспоминаниями о матери, столкнулся с издевательством, с насмешкой, которую стерпеть не мог. Mother? Yeah. Let me tell you about my mother. Происходящее в сцене тестирования Леона обретает смысл только в том случае, если он способен на настоящие человеческие эмоции, а заданные ему вопросы касались личных воспоминаний. Как и намекали те слова. Рассказываемые в ходе теста истории изложены так, словно подозреваемый был в них действующим лицом.
На первый взгляд ничего странного, ведь эмпатия есть способность поставить себя на место другого человека, понять, что он чувствует. Но делать это нужно добровольно и глядя со стороны. В некоторых историях подозреваемого ставят в положение человека, совершившего аморальный поступок. Делают это в жесткой манере, напоминающей допрос, как в случае с Леоном. Даже если история вымышленная, любой человек воспримет происходящее как обвинение в чем-то, чего он не совершал, ему будет крайне некомфортно, и он станет мысленно все отвергать. Вместо раскрытия эмоций произойдет их подавление. Проверить эмпатию не удастся. Также интересный вопрос, откуда в тесте взялись личные воспоминания? По словам Тайрелла, Рэйчел – репликант серии Nexus 6, и в рамках эксперимента с целью повышения контроля ей была имплантирована память его собственной племянницы. Может быть, все так и было. Может быть, подобный эксперимент коснулся и Леона. Может быть, но никаких предметных указаний нет. Зато есть указания на другое. Для того, чтобы знать историю жизни разумного существа и тем самым получить над ним определенный контроль, не обязательно имплантировать ему память. Куда проще собрать и проанализировать готовую информацию. Для иллюстрации этого в фильме есть специальный персонаж по имени Гаф, который постоянно следит за Деккардом. Он не только контролирует действия главного героя, но и дает им оценки через оригами и фигурки из спичек. Первым из таких было оригами курицы, символа трусости. Гаф назвал Деккарда трусом из-за того, что тот хотел уйти, избежать схватки с репликантами. В двух других случаях происходит то же самое, только оценки Деккарду даны другие, их разберем позднее. Гаф исполняет роль тайного наблюдателя полиции, который собирает о людях сведения, который дает им характеристики, формирующие личное досье. Чтобы это подчеркнуть, авторы наделили Гафа чрезвычайно яркой, вызывающей внешностью, нарочито неподходящей характеру его работы. Среди вырезанных из фильма сцен есть диалог между Деккардом и Холденом в больнице, за которым следует переход на другую локацию, где капитан Брайант вместе с Гафом изучает видеоматериал частной беседы двух Блейд-раннеров. Вырезали эту сцену потому, что она слишком открыто показывала: в мире бегущего по лезвию развита всесторонняя слежка за людьми. Использование в ходе теста Войтакамфа личных воспоминаний говорит о том, что перед ним не может стоять задачей выявлять репликантов. На момент его проведения уже ясно, кем является подозреваемый, известно содержимое его памяти, его личность точно определена. На начальном этапе теста происходит идентификация проверяемого лица. Ему сканируют сетчатку глаза, компьютер обращается к базе данных и находит ответ. Следом озвучивается личная информация, к примеру, адрес проживания, которая слишком общая, чтобы вызвать у этой личности подозрения, но достаточная, чтобы подтвердить правильность ее идентификации. После чего компьютер формирует список вопросов, используя в них личные сведения, собранные в том числе такими как Гаф. Настоящая задача теста – проверить текущий уровень эмоционального развития разумного существа. В той далекой пустыне Леон проявил бесчеловечность. Он может ее подтвердить, если окажется равнодушным к рассказу, а может показать признаки стыда и тем самым доказать, что изменился. В зависимости от этого и будет вынесен приговор – репликант он или нет, жить ему или умереть. Понятие эмпатии, которое используют в отношении теста Войтакамфа, на самом деле не подходит, потому как ключевые вопросы связаны с собственными поступками. Правильно использовать термин «человечность». Но в каком случае по результатам теста признают репликантом? При отсутствии человечности. Тестирование Леона закончилось непредвиденно, поэтому судить остается по сцене с Рэйчел. Ей задали больше 100 вопросов, при стандартных 20. Считается, что столь долгое время Рэйчел отвечала на уровне настоящего человека, и лишь последний вопрос позволил сделать вывод, что она бесчувственный репликант. Но нельзя продолжать подобный тест так долго. К 100-му вопросу любой человек потеряет внимание к происходящему. Однообразные и, в общем-то, бессмысленные истории перестанут вызывать малейшие чувства. На самом деле ход теста был обратным. Первые 100 вопросов, скорее всего, были вымышленными, так как ставили Рэйчел в положение наблюдателя. И ответы на них показали ее бессердечность. Someone gives you a calfskin wallet. I wouldn't accept it. Also, I'd report the person who gave it to me to the police. Рэйчел выражает заботу о животных и одновременно хочет отправить в тюрьму человека, который пришел поздравить ее с днем рождения. You've got a little boy. He shows you his butterfly collection, plus the killing jar. I take him to the doctor. Коллекционирование бабочек – нормальное занятие для ребенка, вовсе не говорящее о садистских наклонностях. Вместо похвалы Рэйчел награждает сына медицинскими процедурами. Хорошо, что не тюрьмой. There's a wasp crawling on your arm. I'd kill it. Осу, в отличие от бабочек, ей не жалко. You show it to your husband. He likes it so much he hangs it on your bedroom wall. Ответ Рэйчел на пристрастие мужа к образу другой женщины бесстрастен. I wouldn't let him. Why not? I should be enough for him. Наконец, последний вопрос, который все изменил и был связан с ее реальным воспоминанием. You're watching a stage play. A banquet is in progress. The guests are enjoying an appetizer of raw oysters. The entree consists of boiled dog.
В первых двух вопросах Рэйчел заметила факт страдания животных, на который и отреагировала. Но здесь он куда более очевиден. Тем не менее, что-то помешало ей его заметить. А точнее, что-то вынудило скрыть свою реакцию. Но не до конца. На лице Рэйчел не безразличие, а смущение от стыда. Ее пальцы сжались от нервного напряжения. Ее зрачок расширился. Рэйчел услышала рассказ о себе. Пьеса «Банкет. Устрицы» вполне подходит для истории жизни человека ее статуса, племянницы главы корпорации. Заканчивалась история тем, как Рэйчел съела злополучное блюдо. Сейчас ей за это стыдно, неприятно. Она хотела скрыть чувства, но прибор Войтакамфа их заметил и вынес вердикт, что она бездушна. Как и предупреждал начальный титр, все, что в этом фильме о репликантах говорят, оказывается ложью. Все, что с ними связано, покрыто мраком. Ридли Скотт считается выдающимся мастером создания визуальных образов. Как ни странно, подобные образы служат не только для красоты, но и для объяснения происходящего, для воплощения идей. Внешний вид гафа – лишь один из многих примеров. Для проведения теста обязательным условием выступает темнота. Есть версия, что это из-за связи между освещенностью окружения и способностью зрачка к расширению. Версия не до конца верна и скорее является отговоркой. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Темнота нужна, чтобы мешать Блейд-раннеру делать собственные выводы о происходящем. Она не даст заметить, что лицо подозреваемого покраснело. Заметить расширение зрачка мешает компьютер, ключевой момент, меняющий масштаб изображения на экране. Темнота – это визуальный образ. Именно она, в переносном смысле, окружает и процедуру тестирования, и понятие репликант вообще. Никто не знает, что на самом деле происходит, в том числе и блейдраннеры. Единственная их реальная задача – физически устранять жертв. Задачи остальные – включить компьютер, зачитать с экрана вопросы, прочитать на экране результат. Весь сюжет построен вокруг того, что Деккард не знает, кто он такой и чем на самом деле занят. Возникает вопрос. А что скрывает темнота? Зачем корпорации Тайрелл понадобилось обманывать людей? Для ответа нужно посмотреть, а что из себя представляет человеческое общество в мире, бегущего по лезвию.